Итак, рыбки, я вас приветствую на своем канале Амадея Таро. С вами Вероника. Сегодня смотрим ваш прогноз до ближайшего новолуния. Посмотрим, какой период вы проходите, к чему вам готовыми быть, от чего себя оградить. Итак. Ой, у вас солнце, у вас иерофант, у вас суд, ребята. Здесь, в принципе, все отлично. Вы творец своей реальности. Здесь, знаете, здесь такая радость детская идет. У вас магические силы от рода переданы. Это ваш путь вообще, быть практиком. Здесь у вас какое-то чудо, возможно, у кого-то предложение руки сердца, возможно, кто-то даже будет выходить замуж, либо жениться. Здесь у вас идет идея, которая получила достойное воплощение в жизнь, ваша идея. Здесь, знаете, разные потоки. Кому-то, и замуж уже пора, или жениться, и это ваш кармический партнер. У кого-то планы по в том же интернете, да, как работу свою продвинуть, то есть в общении с людьми, как бы, знаете, управлять всем миром, да, вокруг себя пространством. У кого-то здесь идет просто наполнение внутреннее такое, когда все ваши желания исполняются, потому что внутри вас, в общем, духовность аж зашкаливает, знаете, потоком бьет. Да, смотрите, здесь у вас ритуалы, которые вы проводите, те заклинания, которые вы читаете, просто идеально все складывается. Потому что у вас есть ваша сила, и эта сила, по праву вам дана. Магические ритуалы ваши проходят на ура. Здесь поддержка богов. Знаете, здесь еще какой момент. С какими-то страхами вам нужно внутри себя поработать. В общем, следите, чтобы нигде не набокопорить, ребят. Используйте вот то, что вам дано свыше, используйте по истинному предназначению и прежде чем действовать, да, будьте на 1000, кому-то достаточно на 100% быть уверенными, вам нужно быть уверенными на 100 000%, что вы не ошибаетесь, потому что у вас здесь темные боги, и они, знаете, да, защита от них есть, все, духи-помощники, это все хорошо, власть в ваших руках, магия, но знаете, в чем прикол? Вы еще, кроме того, что депрессия там,
защиты и тому подобное. Здесь вам нужно быть осторожными. Я поняла, в чем осторожными. Вы знаете, где вы чудили. И у вас есть чувство вины по этому поводу. Из-за этого у вас есть страхи, что вас оштрафуют свыше. Но если дано будет, да, вы будете оштрафованы. И да, вам нужно будет это пройти, если, знаете, что рылка в пушку. Поэтому тут такой момент. Так, смотрим, что у вас там по социуму идет. Вот это, о чем я вам говорила, ребят. Здесь какое-то открытие ваших побед, на которые вы возлагали какие-то планы. Вы как бы уходите от этого. Угу. Да, ребята, у вас ваши победы закрываются. И смотрите, начало конца. Вам намеки идут, вы все понимаете. Ну смотрите, здесь у вас опасность идет, исходящая от мужчины. Здесь мужик может предложить вам жить вместе. Мужик, возможно, даже из прошлого. И из-за этого мужика вы просто попадаете в ситуацию, где все ваши планы накрываются медным тазом. Но знаете, что я вам хочу сказать? Да, от этого мужчины на вас и крадники, и в нищету можете попасть. Да, через отношения с ним. Ой, разбитое сердце, и треугольники, пятерка мечей, тройка мечей, пятерка жезла. Вечно с ним что-то будете доказывать. Знаете, как биться, что ли, за его расположение к себе. В работе провалы пойдут. А знаете что, рыбки, я вам хочу сказать? Вот то, о чем я вам говорила, что вы знаете, в чем ваша вина, и где-то вы свою силу использовали не по назначению. Где-то вы не тому, не против того пошли человека. С другой, с абсолютно иной стороны на вас идет негатив, а вам, видимо, что, любви сильно захотелось. Ну вот вас через этого мужика и выводят на чувственность, понимаете? Вы, видимо, кому-то сердце разбили, и вы знаете кому. Вы знаете, что вы поступили неправомерно. Признайтесь в этом себе и следите за событиями внимательно, потому что здесь идут искушения для вас. Причину вы знаете. Следствие вы тоже знаете. Вот это ваше воздаяние. Поэтому ребят, вам будут волю ломать через этого мужика, через привороты на вас. Если вы делали какие-то на кого-то привороты, за это тоже штрафанут вас. Ой. Причем штрафанут темные и знаете, как охранец возле вас есть, но он как допустит эту ситуацию,
Да, он вам сообщит, он вам даст намек. Рыбы, ну что вы здесь начинаете, понимаете? Вы здесь воюете с ветряными мельницами, честное слово. Вместо того, чтобы с кем-то бороться, понимаете, займитесь, пожалуйста, собой, потому что здесь есть моменты, где вас очень хорошо нагребнут за то, что вы сделали, вы использовали свой дар неправомерно. Вы ошиблись. Вы где-то с кем-то просто, наломали дров. Так что вот так вот. У вас там и по работе провал, и по денежному каналу провал, и с этим мужиком выяснение каких-то моментов тоже провал, понимаете, и психика съезжает, и при этом надо еще с кем-то воевать, что-то где-то отстаивать. Вы слишком зависимы от того, чтобы получить благополучие для себя любыми методами и используете свой дар не туда, не в то русло. За это, вы же понимаете, да, что за это будет наказание. И вы, как никто другой, меня понимаете, и вы знаете, о чем я. И вы же боитесь этого, вы чувствуете. Поэтому смотрите, в принципе, круговорот уже как бы запускается, и это все раньше началось. И вы что-то недавно совершили, и тем самым стали на определенный путь. Теперь, как говорится, Бог в помощь. Понимаете, вы здесь узник своих же поступков. И ваши ангелы-хранители, да, они помогают, но они как отходят в сторону. И они вас тоже учат своеобразно. Вот так вот. Они вас загоняют в тупики, дабы вы каждый раз осознавали, по какой причине вы оказались в этом тупике, что сделали не так, где набокопорили, что вам нужно исправить. Так что вот такой вот расклад для вас был, рыбки. Оставляйте ваши комментарии. Пишите о том, как у вас проигралось, либо нет этот прогноз, эти ситуации. И я буду очень рада обратной связи с вами. Мне очень интересно знать, насколько это все резонирует с вами. Так, желаю вам добра этого мира. Пока-пока.